И снова здрасте, дорогие друзья. У нас снова понедельник, а возможно и вторник, в зависимости от того, как я выложу это видео. И очередной летсплейник. Продолжим обмазываться ролевыми играми. Сегодня у нас на повестке дня. Пока не скажу что. Сейчас сами увидите. Загадочная комната, полная загадочности. ТМ. Фолиантики. Скрипящий пробел у меня на клавиатуре. Извините. Паучок. Кто так расточительно оставляет целые зажженные свечки? Что у них, воска, что ли, вагон? Сама ты на керосине. Все серьезно вообще. Спрайтовые деревья. Страшно. О, хоть кто-то загасил свечку. VR. Новый симулятор VR. Не гигантский коп, конечно, но тоже достаточно впечатляющий. Столько укладывали, а? По-вашему, это пустяк? Я вот у себя один шкаф укладывал целый день. Сколько времени нужно, чтобы вот столько шкафов уложить, я понятия не имею. А, конечно, разбрасывай варианты. Не тебе ж их собирать потом. Мои любимые книги — это книги с замочком. У них все самое интересное. As time passes, each lifetime harvests the forces of good and evil inherent in human nature. But nature is volatile. This book chronicles an age when the natural balance was disrupted, when men bowed down to oblivion and a terrifying evil was unleashed. Elders who sought to protect the innocent hid the book. So for 100 decades, these chapters have remained dormant. But the story has to be told. And even now, as the first page turns, the cancer spreads once more. Cancer. The light succumbed first, as darkness cloaked the distinctive figure of a twisted man. Souls that were not seduced by his power were bridled with pain until their spirits broke. His warped body was a testament to the pain that he consumed. Even his blood curdled as it seeped through his hollow veins, keeping his vacuous heart pumping. But its beat remained strong and constant, even as his hands tightened round his wife's neck. Slowly, he squeezed the life from her fragile body. She had dared to crave intimacy, and after years of chilling indifference, she'd finally turned to one she thought could save her. Nemesis had been her husband's loathed enemy. They became lovers. Tragically, Silver witnessed their infidelity, sealing both their fates. Silver had savored his wife's pain, knowing that Nemesis would be compelled to exact revenge. He was not disappointed.
Nemesis saturated his soul with vengeance and planned Silver's demise. But it was Reuben, an acclaimed artist, who Странно было бы, если бы человек с именем Немезида не стал бы мстить. He created an exhibition of paintings depicting Silver's life. His rival's vanity assured his attendance at the opening. Reuben soiled each canvas until he required only one image to fulfill his vile biography. Nemesis. Если кто не понял, речь о злых временах, когда злое зло шалило. Волшебник Сильвер совсем распоясался. Но его решили сдержать одним хитроумным приемом. Ты помнишь, что тот самый момент, когда ты убил собственную жену? Я это запечатлел на картине. Надеюсь, ты доволен, начальник. Пам-пам-пам. Покушение на фюрера не удалось, виновные были наказаны. Ну а мы тем временем попадаем в главное меню одноименной игры Silver. Любят, знаете ли, англичане называть игры по названиям, по именам главных злодеев. Представьте, что если бы японцы так же делали, игра была бы, скажем, не Соник, а Эгман или Работник. А Пэкман был бы не Пэкман, а какой-нибудь там Пинки, или как там этих зовут, четверых. Пинки и Брейн. Вот. И Марио был бы не Марио, а какой-нибудь Боузер. Потому что fuck you. Настроек не так много. Собственно, ну понятно все, да? Единственный любопытный момент. Тут парадоксально можно выбрать только две опции. Либо диалог в виде разговора, либо диалог в виде текста. Пока выберем в виде разговора, ну, если я буду болтать уж совсем много, я переключу, конечно, на текст. Извините, если что. Поехали. Сейчас мы попадем, так сказать, в первую сцену игровую. И это не интерактивная кат-сцена, в которой Лорд Фьюж, правая рука Сильвера, забирает всех женщин детородного возраста. Для того, чтобы Сильвер мог выбрать себе новую жену из них. Так сказать, право первой ночи, все дела. Местные губеры недовольны. Ну, Фьюжу, понятно, на это наплевать. Игра английская, как я уже упоминал. Это слышно, в принципе, по озвучке. Несмотря на некоторую анимешность, такую специальную стилизованную, все-таки игра английская, то есть это надо иметь в виду. Поэтому она не такая бредовая, как какой-нибудь Final Fantasy, и достаточно динамичная. Вот, ребята погнали прочесывать всю деревню.
Ну а тем временем действие переносится к нам, главному герою. Это мы. И зовут нас... Нет, не дедушка. Да, Дэвид. А это наш дедушка, которого зовут дедушка. I am Egyptian. Ну ладно, пойдем. Все управление здесь левой и правой кнопкой мышки. Ну, пока что. И с некоторыми вкраплениями клавиш клавиатуры. А это наша жена. Спорно голосом. Ты что-нибудь поел? Поешь-ка вот это гигантское крутящееся полигональное яблоко, которое выделяется на фоне всего остального. Да, как видите, графика здесь комбинация пререндеренных задников и трехмерных объектов. Ну, примерно как в том же Resident Evil. Так. Вот мы взяли наши вещички. Возвращаемся. Действительно, а где же мой меч? Ладно, ладно. Нажимаем правую кнопку. Ладно. Нажимаем правую кнопку мышки. Здесь у нас возникает меню. Это, понятное дело, еда. Это заклинание. Это дальнобойное оружие. Это магия. Защита. Рюкзак. Это, соответственно, рукопашное. Это специальные умения. Мне не нравится, что у меня почему-то меню обратно закрывается. Окей. Итак, для того, чтобы ударить, соответственно, зажимаем кнопку Ctrl и нажимаем один раз левую кнопку мышки. В том направлении, куда хотим ударить. Сейчас начнется самое интересное. Выпад. Выпад делается, соответственно, зажимаем Ctrl, жмем левую кнопку мышки и двигаем мышку вперед. Тут небольшой глюк с анимацией есть. Я вам сейчас покажу все-таки выпад. Сейчас будем широкий удар. Угу. Справа. Так, пардон, слева. Так, то есть он слева направо бьет. Опять же, тянем мышку слева направо. Для обратного удара справа налево. Always consider your assailant's position. This will help determine whether you perform the right swipe or readjust your stance and swipe left. Come on, MacLeod. Now we'll try a different approach. One-on-one combat is rare. It's more likely that you'll face several assailants. К сожалению, это игра с Good Old Games. В том плане, что на мой компьютер она не очень хорошо приспособлена. Некоторые глюки присутствуют. Так. Сейчас мы будем удар с разворотом. Ударом вниз, соответственно. Если сейчас вы ничего не смогли различить, я вам в бою все равно все покажу. Так. Ну, соответственно, чтобы уклоняться, Ctrl и правой кнопкой мышки. Ну чё, оттырим дедушку. It's just a flesh wound. Задолбали вы меня, типа, детишки. Жену бы не порезать.
Вот. В общем и целом, как видите, очень такая простая, но действенная боевая система. Фьюж еще и сын Сильвера, совсем забыл об этом. I would kill you first. Steady, lad. Listen to the old man. Your wife has such beauty, and I'd gain so little pleasure from destroying it. Take her away. Короче, черный Абдулла похитил нашу жену. Надо ее вернуть. Women are far too weak. Then the men who prey on them must be cowards. Why are you in such a hurry to die? Guards, stay here and see that they get their wish. Окей, окей. Сейчас они получат, ваши стражи. Так. Ну что, упыри. Так. Ну, как видите, мы достаточно быстро со всеми разделались. Ладно, дед, я уже пошел. Так. Ну, Фьюж от нас удирает. Ему некогда с нами разбираться. Мы тем временем ударами влево и вправо быстренько разберемся. Игра мне нравится. Я в нее играл в далеком детстве. Собственно, в 99-м году, когда она вышла. Очень мне понравилась тутошняя боевая система. Попробуем сожрать яблоко. Как видите, у нас статус вверху слева. Маленькое окошко. Есть рамка, но это потому, что у нас еще появятся союзники. Дед решил мне не помогать, видимо. Ох, не сдохнуть бы. Так. Все живые. We're too late. Упс. Корабль с женой уплыл. Пам-пам-пам. Don't worry. We'll help you all we can. Did you see or hear anything that may be useful? Do you know where they're headed? All the women were forced in the galleon. Fuse and some of his guards got into a smaller vessel. Both ships sailed off in different directions. Unfortunately, I don't know where either one is bound, sorry. Where are all the villagers? Or all the angry husbands? Some of the men have already banded together. They took their weapons and left in the direction of Haven. Will she be all right? They won't hurt her, will they? She's all we've got. I couldn't cope if they... Старики переживают. Местное мужичье, немножко повозникав, но смирившись под натиском лорда Фьюжа и его сообщников, решили все-таки взять оружие и отправиться в леса, чтобы надавать тамошним имперцам звездюлей. Так. Местный еще один, так сказать, атрибут типа приставочный. Это сохранялка в виде йога.
Хроник, да. Местный фермер Купер записывает наши приключения. Да, у меня там несколько сохраненных есть, не обращайте внимания. Я тут на этом компе совсем недалеко прошел. Так, поехали. Опа, ребята, я вас сейчас просто порежу. Как маньяк. Так, я взял какой-то поушен. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Что это было? Ключик, что ли? Ага, health potion. Отлично. Нам он пока не нужен. Яблочком обойдемся. Ребята. Дед мне что нравится, не спешит в бой особо. Он уже много, видимо, повидал. Так. Ну вот, таким образом, в общем-то, и большинство схваток будет проходить. Это что касается именно оружия ближнего боя. Но игра достаточно разнообразная в плане именно вооружений, поэтому... Типов вооружений, поэтому мы тут не будем однообразно валить всех такими ударами. Не переживайте. О! Да, тут есть джипсы. Так что игра автоматически становится лучше. Haven's gates. They were built by an ancient race to protect their city from evil. Legends say only the pure of heart may enter. Well, there's only one way to find out if that's true. Проверим, чисто ли у нас сердце. If a wicked old man like me can get through, you'll have no problem. But what if my hatred for Silver betrays me? David, he's taken your wife. Your anger is justified. I hope you're right. Мне нравится лицо деда. Ладно, валим. You, after them. Давай, давай. He must have known he would die. Yes, but the punishment for refusing an order would have been far less merciful. Не повезло парню. Хорошая вещь. Эти ваши небесные врата. Что дальше? Дальше у нас пещерка. Но мы туда не пойдем, наверное. I'm not putting one foot back in there, not unless I can see if it's likely to get bitten off. Don't worry. I doubt any beast would be depraved enough to eat your feet. Nevertheless, it wouldn't be wise to enter, not until we see what lives in there. Шутники. Я, говорит, не хотел бы совать туда, ступать туда ногой, не видя того, что может ее откусить. Не волнуйся, ни один зверь не позарится на твою ногу. Now it's noises that worry you. It's probably just a couple of larks, nothing to worry about. Strange sounding larks. Похоже на западню какую-то. authority on the call of that particular breed. Come on, let's take him.
I don't think that would be wise. We'd be slashed to pieces. You would do well to listen to the old man. Show yourself. Only a coward would hide behind his men. Only a nigger would hide behind his man. What fool calls me a coward when my men surround him? Please, we're not here to fight. We need your Мистер help. Ти, местный. You must forgive my grandson's somewhat impetuous introduction. He is eager and hot-headed, but no fool. And why should we help you? Fuge has taken my wife on his galleon, and I intend to find her, with or without your help. Bold words. Your confidence is admirable, if not a little naive. Come to our camp. We have the same objectives, and we'll help you all we can. But without the exact location of the galleon, what can we do? You'll discover that soon enough. Перетрем с ребятами в лагере. Что можно делать? As you can see, we're mostly just farmers and traders, humble people whose wives, daughters, and sisters have been ripped away. Our plight forced us together and compelled us to fight. You're welcome here. Feel free to look around. You implied that you might know how to find the ship? You waste little time. That's good. There's a cave that leads to the great library at NEO. The library is reputed to house a very powerful telescope. This should show you where the galleon is heading. Won't you be coming with us? No. We'll stay and plan our next attack. Да, то есть нужно пройти через пещеру, а в пещере, соответственно, там дальше будет, соответственно, библиотека, в которой есть телескоп, через который мы можем увидеть, куда направлялся галеон. Все просто. Is it too cold for you? If my hands go numb, it may affect my aim. And you wouldn't want that, would you? Ладно, ребята, с вами я потом перетру еще, а пока нам нужно заниматься делом. Сперва посмотрим, что ж там такое в пещере. Why, you little... Better run. Мелкий засранец нас испугал. I won't tell anyone you're scared. That... Tell me of your deeds, adventurer, so that I may... Расскажи мне, как твой дед испугался мелкого пацаненка. Ну давайте расскажу. Так. Ну что ж. Погнали в библиотеку. So this is the great library of NEO. Do you know much about this place? The library was once a school that taught the magical arts. But since Silver outlawed magic, the school has been closed. Something seems wrong. Сильвер объявил магию вне закона, потому что сам маг, видимо. Бдумц. Who, or rather what, were they? They appeared to be some type of imp. They looked devilish. Be wary. But they are small, insignificant against our swords. And if there are 100 more imps inside, I'll destroy them all. we'd better hurry then. Ну что ж, будем сражаться с мелкими и не очень мелкими чертенятами. I'm not as young as I used to be. I can't force the door open. Step aside. Let me try. Fortunately for you, I must have stressed the lock when I forced the door myself. Yes, grandfather. Офигенный дед.
Somebody? Anybody? Help me! Местный Ганди. Ладно, спасем его, так и быть. Так, а почему это у нас тут? Надо бы и щит выбрать, раз уж на то пошло. Sorry, I quite forgot myself. How rude I must seem. Thank you for helping me with those creatures. How could I ever repay you? Well, the Duke led us to believe that there is a telescope within the library. If you could help us locate it, we would be very grateful. Yes, yes, of course. There is a telescope in the observatory that's right at the top of the library. Oh, but what? Tyronas the Diabolist is there. I'm sure he'd help, but he can be quite uncivil. And unfortunately now isn't a good time. I'm afraid he's unwittingly opened a portal to another dimension, allowing those little imps you so efficiently disposed of to enter ours. He must close it before we're completely overrun. If necessary, we could help close the portal. В общем, тут какой-то Лавкрафт творится. Открыли портал из другого измерения. Ну ладно, пошли. I'll try to be of some use and run for help. Да, польза от тебя, конечно, Ганди. Местный хитрый имп. Ну, давай, разворачивай. Все, можно идти. Ох, люблю я джипсы маленьких импов. Так, ну что, как говорится, so far so good. Куда собрался мелкий ублюдок? Погнали дальше. Желтый от нас все еще убегает. Ничего, далеко не убежит. Очкарика притесняют. Видимо, он ботан даже для импов. А что мне с этим делать, парни? Так. Ну, где-то же я видел катапульту только что.
Так. Я их взял, что ли, или что? Нет, не взял. А, вот она, валез, господи, рядом с дедом. Так. Так, отлично. Не очень удобно, что нужно перевооружать не только меч, но и щит, когда выбираешь дальнобойное оружие и после него сразу оружие ближнего боя. Так, хлебушек и баблишка. Отлично. Заодно можете оценить всю прелесть полигональных моделей. Они такие миленькие, квадратненькие. Так сказать, прокачиваем мастерство владения рогаткой. Так. Тут еще один книжный червь тупит. Местный шаман из Диаблы насылает новых импов. Так, отлично. Can't thank you enough. Thank you. Thank you. You're welcome, but please try to calm yourself a little. Yes, of course. I'm fine. Sorry, where are my manners? Professor Whittle, philosopher of life and ponderer of all unanswered questions, pleased to meet you. They get everywhere, don't they? Pesky devils. But the flying imps are the worst, especially if they get in close. Much better to get them before they get near, don't you think? You should go. I fear your stay here will place you in even more danger. But what about you? Will you be all right on your own? Oh, please, don't worry about me. You've done more than enough as it is. Не парьтесь, я спрячусь в собственных фекалиях. Ну ладно. Хоть бы дали б что-нибудь за спасение профессора. Так, нафиг я это делаю вообще?
Я-то думал, они там останутся на шкафу. Ишь ты, науськал местного мага. Отлично. Уделали местного. А маленьких-то можно разделаться со всеми остальными. Здесь это правило, в принципе, действует всегда. Сначала валим самого крупного, потом мелких, которые генерятся. Tell me of your deeds. Сохраняемся. No. We should try to... Maybe, but unfortunately, his dust trail lingers longer than he does. Так, погнали. Spare me, please! I'll make it worth your while. I'll take you to my secret place. Ну, все вы так говорите. Стукачей никто не любит. Даже импы. Please don't hurt me. I'm sure you'll be pleased with my secret hoard. Why would you show us your treasure? You spared my life. I'm grateful. Now, please, come quickly. Hurry! Угу. Догонишь, не бойся. We'll have to get past those guards. Ну давай. Дед, не торопишься? Ну-с. Come on, it's through there. Да ладно, ладно. I could never let you have my treasure. You don't deserve it. It's mine. All mine. Вот жид. Мерзкий. Давай, дед, сам разбирайся. Ой, забыл сохраниться. Ай-яй-яй. Исправимся. Your adventure. Yep. Вот так, да. Дед, и помощь не помешала бы.
Пожалуйста, старый пердун. А кто здесь? Местный четырехглазый разобрался с импами самостоятельно. Well, you weren't very much help, were you? You seem to have... Yes, whatever. Now quick, what do you want? My time is precious. I'm David, and this is my grandfather. I have neither the time nor the inclination for tedious introductions. Well, we were hoping you'd be able to help us operate the telescope. Then I'm afraid you'll be disappointed. I couldn't help you use the telescope even if I was suitably inclined to do so. But we were led to believe that you would. Ordinarily, yes, but the telescope is powered by an old boiler situated in the caves beneath the library. Unfortunately, this hasn't had power since I have misguidedly opened up a portal into a demonic dimension. The caves are being used as a lair by a rather formidable demon. The demon acts as a nexus, a link between our two worlds. Kill him, and the connection will break. Only then will the portal close. Could you take us to the caves? I could, but there's something you'll need first. Follow me. В общем, в бойлерной живет монстр, который является связующей нитью между двумя мирами. Его надо грохнуть, портал закроется, телескопом можно будет оперировать. Все круто. Надо только монстра убить. Why? What's in it? Something very special. I think you'll find it rather inspiring. О, веселенький меч. It's relatively foolproof. Why? What is it? It's an ice wand. Fortunately, I've not had to use it myself, but if used correctly, it's very powerful. Are you coming or not? Where to? Back to the entrance hall. Please hurry. I have no patience for time wasters. You have no patience at all. Excuse me? I thought you required help, not custody. Excuse me, princess. Hurry, before the teleport closes. Да, он что, пешком туда идти. No, I'll leave this magic malarkey to you. I'd feel much better using my own 2 feet. Итак, дед побежал пешочком, мы переместились в телепорте. А тут лорд Фьюж прибежал в библиотеку, негодяй. Непонятно каким маршрутом, правда. Видимо, как-то прошел через ворота. I suppose it does take a superior intellect to decipher the complexities of magic. Talking of magic, what seals that door? Oh yes, that. I had to use one of my spells to minimize the spreading imp infestation. Hurry, we've wasted too much time already. The caves are this way. Boom, boom. So, this is where you've been hiding. It's ironic that it's duty that finally compels me to finish what I started all those years. К чему бы это он говорит? What does he mean? This is the second time he's mentioned your past. David, please go. Now is not the time. Listen to your grandfather. We should leave before it's too late. You're not going anywhere. You're charged with treason against your emperor, and the mandatory sentence is death. Guards, kill them. Ну что ж. Я думаю, с 2 стражниками дед-то справится без проблем. Я думаю, вы уже догадываетесь, куда клонит эта сцена. I see you're not quite as decrepit as you look, old man. I'll just have to kill you myself. David, run! No! Да, большое no. Your grandfather was no real challenge.
I will take greater time and pleasure in killing you. David, don't let him goad you. Your grandfather's already dead. If you stay and fight, his death means nothing. For Fuge will kill you too. Минутка нелинейности. Мы можем действительно выбрать, сражаться с Фьюжем или нет. И, пожалуй, мы этим не будем заниматься. I can't believe he's dead. He should be at my side. I'm not very good at things that require sympathy and understanding. I've never really had anyone close, but I'm sure he's with you somewhere. Well, grandfather, if you are, I promise you this. Fuge will die by my sword. Vengeance will be my power. Ну что ж, отомстим страшной мстёй. Ну что ж, а до сих предлагаю сохраниться в ближайшей сохраненке, которую мы сможем найти. Tyrannus, I really don't think now is the appropriate time for readjusting multiplications. Да. Кстати, может быть, посмотрим, как действует тот самый меч. Опа. Ну вот, неплохо. Как вы могли заметить, он стреляет на расстоянии. В случае, если враг находится далеко, и, соответственно, действует как меч вблизи. Но он расходует ману при выстрелах. It would be morally corrupt of me to use magic for anything other than safeguarding my own well-being. Didn't you find it even slightly immoral to do nothing while I risk my life defending us? No. Задница. Ну что ж, я думаю, на этом трагичном для Дэвида моменте смерти его собственного дедушки и понимание того, что он сейчас с совершеннейшим засранцем связался, мы сохранимся и закончим игру. Затем, всем спасибо, всем пока.